Приветствую вас, мои ласточки, с вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». Вот ссылка на мой сайт. Подарок для вас есть в описании этого видео. Если кнопочка под видео горит красным, вы на нее жмете и будете с нами в курсе всех новых видео. А у нас сегодня с вами очень животрепещущая тема, потому что женщины и в комментариях под моими видео, и в письмах ко мне, те, кто получает рассылку моего сайта, пишут: Алла, мне очень часто мужчины при встрече задают вопрос: а что ты можешь предложить мне, кроме секса, чтобы я захотел с тобой отношений? Сейчас этот вопрос, когда мужчины прям атакуют женщин, вот таким вот, знаете, такой позиция сверху, я тут стою, я такой важный, классный, замечательный, что ты мне, независимо от статуса женщины, что ты мне можешь предложить, чтобы я захотел снизойти и вступить с тобой в какие-то отношения? И мужчины считают, что они в своей позиции очень правы, потому что женщина ничего не может им предложить, кроме секса, а секса на рынке брачном есть завались, и он себя чувствует здесь королем, потому что он диктует свои условия, а вы ломаете себе голову и не понимаете, а что же вы такого можете ему предложить действительно, чем вы отличаетесь от миллионов других женщин, которые могут тоже дать ему секс, тоже умеют стирать, убирать и готовить. У них тоже есть свое жилье, допустим, есть деньги. А что еще вы ему можете предложить? Потому что он может, как капризная барышня, надуть губку и сказать, что мне этого мало, это не то, это не так, не туда. И получается, что вы стоите в роли просительницы на коленях, готовы бросить все блага земли к его ногам для того, чтобы он снизошел и дал вам отношения. Давайте разберемся, а как же правильно отвечать на этот вопрос, чтобы вы заведомо не ставили себя в ущербную позицию, чтобы вы, с одной стороны, не тратили свои силы и энергию непонятно на кого, а с другой стороны, вы начинали отношения не с вот такой разницей, он вот тут на пьедестале, а я вот здесь вот подтапливаю, подбрасываю дровишек и всяких благ для того, чтобы он согласился снизойти, чтобы вы были в равной позиции, чтобы вы чувствовали себя не униженной, не заслуживающей, не выпрашивающей, а чувствовали, что вас уважают, вас ценят, вами дорожат и вас воспринимают как равную. Мало того, чтобы вы точно знали, с кем вообще стоит вести разговор, а с кем не стоит. Почему я вам об этом говорю? Я психолог, я работаю с женщинами уже почти 20 лет. Я очень хорошо понимаю все их, так сказать, насущные желания, проблемы и как их решить. И именно поэтому в своих видео я подсказываю вам решение. Давайте разбираться. Напоминаю, если вы еще не подписаны, самое время подписаться. Итак, давайте разберемся сначала, какой мужчина задает такой вопрос. Что ты мне можешь предложить, кроме секса? Мы знаем, у каждого из нас есть свое внутри желание и понимание, что для нас в жизни важного, значимого, ценного. Если мужчина ставит вам вопрос, а что кроме секса ты мне можешь предложить, то на сегодняшний день самая главная ценность этого мужчины, к сожалению, не отношения, не женщина и даже не деньги, и даже не жилье, и даже тем более не дети. На сегодняшний день единственная ценность этого мужчины – секс как способ удовлетворить свои сиюминутные потребности, потому что ничего другого его не интересует. Второй момент, очень важный. Поскольку вопрос формулируется: а что ты мне можешь предложить, то это говорит о том, что мужчина ставит себя в позицию всегда капризного ребенка. Он всегда будет главным, он готов истерить, он готов требовать, качать права, но он не готов слышать того человека, которого он хочет получить себе в партнеры для постоянного секса. Даже для постоянного секса. Это вторая вещь. Третий момент. На сегодняшний день у этого мужчины потребностей в отношениях нет. Они не являются для него ни ценностью, ни способом жизни, ни тем, где он чувствует себя комфортно. Потому что формулировка идет: чтобы я захотел
с тобой отношений. То есть захочу и сделаю – это две большие разницы. И если у человека на сегодняшний день он сыт, или у него нет желания чем-то заниматься, ну вот, допустим, голодного человека можно и корочкой хлеба завлечь, правда? Но если человек поел, он сыт вот так до отвала, для него это не является сейчас ценностью, вы ему хоть тортики, хоть красную икру, хоть еще чего-нибудь показывайте, он не пойдет на это просто потому, что уже некуда. Ну не нужно, сейчас у него есть какие-то другие потребности. И когда вы понимаете, что мужчина, который с вами так разговаривает, самая важная вещь, он еще не созрел для отношений, просто не созрел. Какую бы вы икру, какие бы вы бриллианты перед ним не раскидывали, чем бы вы его не искушали, вы все равно будете в проигравшей стороной. Потому что у него нет ценности в отношениях. У него нет в этом ни запроса, ни потребности, ни нужды, ничего у него нет. У него в штанах пожар, там чешется и зудит. Да, нужно его сбить. Но это такое, сбил, и мне хорошо, и я уже готов побежать дальше, гоняться за бабочками, заниматься чем угодно. Мне не нужны отношения. Готов ли этот мужчина за что-то по жизни отвечать? Готов ли этот мужчина вообще взять на себя обязательства и добросовестно эти обязательства исполнять? Нет, не готов. Потому что для того, чтобы человек готов был систематично исполнять взятые на себя обязательства, а быть мужем, вступить в отношения, это предполагает, что и оба партнера берут на себя какие-то обязательства и выполняют их друг перед другом. Без принуждения, без напоминания, без тыканья носом, без истерик, без скандалов. Просто делают, потому что я это пообещал, я сказал, что я это беру на себя, и я это закрываю. Но это готов к этому взрослый, зрелый мужчина, для которого отношения представляют определенную ценность или формат жизни, уклада жизненного, который ему удобен, комфортен, где он понимает свое место. Но если мужчина с вами торгуется, а что же вы мне предложите, чтобы я захотел съесть эту манную кашу, то простите, пожалуйста, этот мужчина находится еще в состоянии ребенка где-то детсадовского возраста. Потому что в детсадовском возрасте дети исполняют, у них психика так устроена, что они выполняют свои обязанности только тогда, когда их тыкаешь носом. Если ты его не принуждаешь убирать в своей комнате, игрушки будут разбросаны. Если ты ему не напомнил, что надо поесть, он сожрет мороженое или тортик, но ни в коем случае не будет есть борщ. Вот это происходит и со взрослыми мужчинами. Когда вы понимаете, что вы такого великовозрастного ребенка с пожаром в штанах будете тащить в отношения, это значит, вы будете ему мамкой. Это значит, вы будете тянуть все на себе, и виноваты вы будете во всем тоже. Подходят ли вам такие мужчины? Решать вам. Конечно, если вы говорите, что больше вы никого не видите, можете на такое соглашаться. Но я считаю, что перед тем, как лезть в такое болото, стоит подумать, а может рядом есть все-таки мужчины, которые не будут вас вот так сразу с пьедестала ставить в позу нищенки, которая должна отработать, заслужить или еще чего-нибудь сделать. Цените себя, уважайте себя и выбирайте для отношений мужчин зрелых. Тогда у вас отношения с ними будут складываться, потому что они для себя их считают тоже ценностью. И вы находитесь в равных позициях. Он понимает, что любые отношения предполагают за собой какие-то обязательства, ответственность какую-то. Он понимает, что для того, чтобы быть вместе с человеком в отношениях, с ним нужно договариваться, нужно учитывать его интересы, а не качать права и рассказывать, у меня пожар в штанах, как ты его будешь тушить. Вот так вот, мои дорогие, я с удовольствием услышу ваши возражения, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы, если они у вас будут, подбросите темы, может быть, ваши вопросы станут темой для следующего видео. Жду ваших комментариев, лайков, мои дорогие, да, ну и подписывайтесь на канал, и до встречи в следующих видео. Пока-пока, мои ласточки!